Мои дамы и господа, в 2014 году встречались вместе те страны, которые участвовали в Первой мировой. И они утверждали, что все они вынесли урок из истории. И никогда больше не хотели бы попасть необдуманно в войну. И они обещали конфронтации улаживать мирным путем. А война в Украине – это только пик долгих конфликтов. Многие из них начал Запад. Да, может быть, из хороших побуждений, но с безрассудным концом. И надо себе задать вопрос. Почему нельзя было предотвратить эту беду политическим путем? Ведь об этой беде очень многие предупреждали. Где был тот громкий протест на Западе, когда, начиная с 2014 года, все больше и больше людей начали пропадать на Донбассе? Где было давление международного сообщества для выполнения минских договоренностей? С 2014 года несколько миллионов украинцев покинули свою страну. Большая часть из них уехали в Россию. Украина фактически отняла у своих собратьев на Востоке их язык, закрыла телеканалы и радиоканалы. Людей с русскими корнями убирали с ведущих постов и даже прекратили выплачивать пенсии. Где тогда были ваши протесты? Не отворачивайтесь, если вы якобы на правильной стороне неправильных людей. Кто видел видео Азова, тот знает, о чем я говорю. Кстати, ваш коллега Гизе еще тогда тут, в немецком Бундестаге, сказал, что они фашисты. Мои дамы и господа, я за последние 30 лет моей работы был в 65 разных странах. И так как в Германии мы рисуем нашу картину мира, она очень сильно отличается от реальности. Немецкие СМИ и политики нам твердят, что санкции и поставка оружия – это и есть решение. Это ваше странное мышление не забывает, что в наше время в мире не должно быть победителей и побежденных. Речь идет не о том, проиграет ли Украина, а только о том, когда это случится, и сколько людей тогда уже лишатся своих жизней. Многие молодые мужчины с обеих сторон понятия не имеют, что означает война. В нормальной демократии это должно быть чем-то совершенно нормальным, что государство в первую очередь помогает своим людям, а не чтобы люди в первую очередь помогали государству. Когда государство в первую очередь думает не только как спасти себя, а как спасти своих людей, это и называется нести ответственность, мои дамы и господа. Израильский министр-президент советовал Зеленскому сдаться. Не из-за слабости, а из-за здравого смысла. Теперь обе стороны должны как-то выйти из этой ситуации, не потеряв свое лицо. А самое главное, нам надо сделать все, чтобы НАТО не втянулось в эту войну. Наша партия «Альтернатива для Германии» против санкций, потому что мы этим ничего не добьемся. Мы, наоборот, навредим этим сами себе, экстремально навредим. И также факт, что наша немецкая армия из-за ее феминистического правления полностью разрушена. Все так и есть. И, мои дамы и господа, это просто ужасно, что социальные сети разрешают публиковать у себя ненависть против России. Нет, не во всех странах, а только в Украине и России. Это ужасно, что украинцы с русским именем должны бояться, потому что нападают, как в Берлине, на школы. Российских деятелей искусства обливают грязью. Рестораны вешают таблички «Русские прочь». Даже детей выгоняют из детских садов. Почему тогда в Германии дошло до этого? Да потому что люди были такими же, как и вы сегодня. Лучше бы нам помочь, чтобы в Украине решилось все политическим путем. Ведь эта война разделила русских и украинцев минимум на одно поколение. Вместо храброго сопротивления Зеленского он бы лучше создал Украину заново. А люди на востоке Украины с помощью международных наблюдателей за выборами должны сами принять решение, под каким флагом они хотят жить. И если мы будем честны, то этому нет больше никакой альтернативы. То же самое касается и Крыма. Самое главное – это реальность, а не наши желания. И, мои дамы и господа, самое важное только одно – это мир. И создать его – также большая задача и Европы. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Поддержите наш проект, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите ваше мнение в комментариях.